через пару часов начнется бомбардировка Косово силами НАТО. Я обращаюсь ко всему миру. Давайте, пока еще остались какие-то минуты, мы убедим Клинтона не делать этого трагического, драматического шага ради того, чтобы спасти сотни и сотни людей, которые погибнут через несколько часов. Я прошу, присоединитесь к возмущению всей России. Мы, конечно, все, что можно, со своей стороны делаем, но не все мы можем. То есть мы можем, но совесть нам не позволяет. Когда Борис Ельцин обращался к миру, тяжелые бомбардировщики НАТО уже были в воздухе. Первые бомбы упали на Югославию 24 марта 1999 года в 19:45 по местному времени. С этой минуты под ударом оказались не только дома, здания, мосты, дороги, но и само международное право. Его место уже стремительно занимало право сильного. То, что сделал Запад, это вообще недопустимо. Прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы. Для них существовало одно правило, и я не уверен, что оно не существует до сих пор, что им все позволено и что они могут все. Запад просто выбрал нас своей целью и сказал, что мы плохие парни. Гегемоны пытались увековечить свое доминирование. Война в Европе началась не в 2014 и не в 2022 году. Нет, ведь были бомбардировки Белграда. Это казалось невероятным. Впервые после Второй мировой военная агрессия в Европе. Бомбардировка суверенного государства без санкций Совбеза ООН, без жалости, без оглядки на остальной мир. Вот так, просто. До того момента, пока не упала первая бомба, никто не мог поверить, что на страну может быть совершено нападение в конце 20 века. Помню, я тогда шел с работы по направлению к району Нови Белград, и я незамедлительно вернулся, действительно не веря, что это возможно. И тогда все это началось. Мы сначала думали, что будет легче, что кто-нибудь примет разумное решение о прекращении этого кошмара. Но на самом деле становилось все тяжелее и тяжелее. Белград, Приштина, Нови Сад, Крагуевац, Подгорица. Натовские снаряды уничтожали сербов и разрушали иллюзии россиян. Особенно тех, кто фиксировал хронику трагедии с крыши гостиницы «Москва». Первая же бомба, которая упала на Белград, попала мне в голову. Я относился к поколению людей, которые как раз полностью разделяли все наши иллюзии относительно того, что наше вхождение в светлый, открытый, чудный мир Запада, когда нас смогут принять в это чудо. Ясное представление о том, что из себя представляет то, куда мы никогда не попадем, появилось впервые здесь. Это было шоком. Ну что вспоминается спустя 25 лет? В основном удары наносились в тот момент вот там по зданиям правительства. Мы сейчас еще видим здесь руины Министерства обороны. Там торчат несколько труб. Это главная теплоэлектростанция Белграда. По ней долбали каждый божий вечер. Обычно 7:30 звучала тревога, вылеты начинались. И до 2-3 часов ночи мы жили на этой крыше. Да, своими глазами все видел. Я остановился в гостинице, у которой открытая такая терраса, достаточно высоко. И с этой террасы вместе с владыкой Иринеем Бачским мы имели возможность реально видеть бомбардировки Белграда. Вот представляете себе, мирный город, и вдруг что-то летит, это летели ракеты, удар и пожар. Вот для людей, которые не переживали военных действий, а я был именно таким, потому что родился после войны, но это воспринималось как какой-то плохой фильм, потому что все это воспринять как реальность было вне опыта. Представить себе невозможно. Это не так, как во время Ленинградской блокады. Это все иначе.
Город живет. И в этот момент на этот живущий город миротворцы, как они себя называли, направляют ракеты, которые уничтожают здания. За всю Россию к тому моменту уже ответил Евгений Примаков. Узнав по пути в Вашингтон об атаке на Белград, он развернул самолет над Атлантикой. Мы не торгуем своими принципами. Все помнят знаменитый разворот Примакова, но не все знают, что решение о том, чтобы бомбить Белград, было принято в Вашингтоне до того, как самолет Примакова взлетел. И теперь мы уже знаем точно, что это было сделано специально, дать ему взлететь, снизить шансы на срыв визита. Они надеялись, что он прилетит и тем самым легитимизирует действия США и Североатлантического альянса. Но не тут-то было. Не тут-то было. Примаков тут же стал народным героем, потому что народ в России воспринял беду сербов как свою. Обычные люди выходили на антиамериканские митинги. Братьев славян надо защищать. Да, нам трудно, да, нам тяжело. Слава богу, на нас пока еще никто не нападает. Может быть, боятся. Они много говорят о правах человека, а сами хотят подавить чувство национального достоинства каждой страны. В том числе, конечно, и военная помощь. Все, что у нас осталось, а его осталось очень мало, может быть, вооружение нормальное, но мы должны им помочь. И это в новейшей истории, наверное, тоже было впервые, когда война за тысячи километров от границ России воспринималась так болезненно. Какой-то перелом в сознании. Хотя и не все понимали, что война в Сербии началась не только против Сербии. Тогда, весной 99-го, от секретаря Совета Безопасности впервые прозвучали слова, которые позже не раз придется повторять уже президенту России. Я считаю, что это очень опасная ситуация. Опасность ее заключается не только в том, что гибнут люди в конкретном месте в центре Европы в наше время, что казалось нам совсем недавно абсолютно невозможным делом. А трагедия, на мой взгляд, заключается в другом. Она более масштабна. На сегодняшний день группа государств предпринимает активную попытку изменить сложившийся после Второй мировой войны международный миропорядок. Организация Объединенных Наций устранена от решения одного из наиболее острых конфликтов последнего времени. Вот это как раз и является, на мой взгляд, самым опасным делом. Владимир Владимирович, 25 лет прошло с того дня, когда была объявлена силами НАТО и США операция по так называемой гуманитарной интервенции в Югославии. А по сути, просто интервенция, просто вторжение и начало бомбардировок. Глядя с высоты этих 25 лет, как вы это все оцениваете? Ну, трагедия огромная. То, что сделал Запад, это вообще недопустимо. Я уже много раз об этом говорил. Без всякой резолюции Совета Безопасности ООН прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы. Причем с бомбардировками столицы этой страны, Белграда. Ну, что же здесь можно сказать? Ничего, кроме осуждения. Мины под Югославию, да и под фундамент всей европейской безопасности были заложены задолго до событий 99-го. Запад заигрывал с маршалом Тито. Вот, например, как помпезно обставили его визит к Черчиллю в 53-м. Я хочу, стоя на этом месте, заверить народ и руководящих деятелей Великобритании, что они должны рассматривать народ моей страны как своих самых верных союзников. Народ Югославии вряд ли был в курсе, что к западной экономической помощи шли пакетом и вооружения, и обязательства политических реформ. Регионы получали от Белграда такие широкие полномочия, что к 90-м децентрализацию уже было не остановить. Но в 50-х Запад усыплял бдительность Тита. Американская пресса старательно создавала положительный образ маршала, и он был явно доволен собой. Всем тем в Америке, кто понимает наши трудности, наше стремление создать новую счастливую сильную Югославию, всем тем, кто сочувствует такой Югославии, какая она есть. Именно тогда Тито, по чьему-то мудрому совету, наделил широкой автономией и Косово. Сербам, бежавшим оттуда во время оккупации в годы Второй мировой, запретили возвращаться в свои дома. Зато албанцев на святые сербские земли стали завозить отовсюду.
Для них строили албанские школы, укрепляли идентичность, и никто не препятствовал росту националистических организаций. Только с 61 по 80 албанские националисты выдавили из Косово более 100 тысяч сербов и стали для себя требовать отдельную республику. С самой смерти Иосипа Броза Тита в 1980 году было ожидание, что что-то произойдет. Проживавшая в Австрии Карин Кнайсель прекрасно помнит, как Вена и Берлин вдруг сообща в 90-м поддержали независимость Словении и Хорватии, первых в параде суверенитетов. Югославия затрещала по швам. Тогдашнего министра иностранных дел Франции, господина Ролана Дюма, ситуация просто застала врасплох. Кто такие сербы? Где находится Словения? Что такое Македония? И я помню, что Ролан Дюма просто сказал: «Лучше ко мне вновь взяться за школьный учебник истории». Потому что никто уже не понимал, что происходит на карте. Разрушение Югославии было только началом чего-то большего. Я очень хорошо помню тот период. Я работал в Нью-Йорке. Эта тема живо обсуждалась в Совете Безопасности ООН. К 1999 году социалистическая федеративная республика Югославия уже не существовала. Ее развал был активно стимулирован Евросоюзом, американцами. Вслед за исчезновением Советского Союза для них стояла задача и еще одну крупную страну европейскую развалить, чтобы она не мешала планам доминирования и сохранения навеки американской и западной в целом гегемонии. Я думаю, что развал Югославии, отрыв Косово от Сербии был давно в планах Запада, вот, начиная с 1991 года, но события конкретно натовской агрессии, они уходят корнями в 1998 год. В крае Косово, неотъемлемой части Сербии, где албанцы уже составляли 80% населения, сепаратизм дошел до такой стадии, что к середине 90-х несколько вооруженных группировок создали так называемую армию освобождения Косово. Ее финансировали американцы и немцы. Боевики исправно нападали на сербскую полицию и военных. Противостояние между Белградом и Приштиной уже перешло в горячую фазу. Запад открыто поддерживал независимость Косово от Сербии. Именно в 98-м, то есть почти за год до натовских бомбежек, разработал операцию «Союзническая сила» в поддержку албанских боевиков и против сербского государства. Вот сенатор Джо Байден, не таясь и не стесняясь. Я предлагал разбомбить Белград. Я предлагал, чтобы мы послали американских пилотов и взорвали все мосты на Дрине. Я предлагал, чтобы мы уничтожили его запасы нефти. Я предлагал очень конкретные действия. Западу не хватало только формального повода. Какого-то события, которое бы эмоционально оправдало начало агрессии против суверенной Сербии и заставило бы забыть о нарушении международного права многочисленные комиссии по примирению. В итоге, как прямой повод, это провокация известная, устроенная очень топорно, но никто не хотел разбираться, что на самом деле произошло. Нужен был просто информационный повод, как говорится, последняя искра для того, чтобы дать отмашку на бомбежки. В данном случае нам не надо самим далеко за примером идти, потому что мы знаем аналогичные или очень похожие ситуации на Украине, начиная с Буча, да, когда это все сделано точно так же топорно. Инцидент в Рачаке в январе 1999 года многие эксперты считают предшественником пробирки Пауэлла, химических атак в Сирии, а потом и киевской Бучи. Миссия ОБСЕ обвинила югославских военных в убийстве 45 мирных албанцев. Версию о том, что погибшие — это не мирные албанцы, а боевики армии освобождения Косово, никто не слушал. Это отлично помнит Карин Кнайсель, которая работала на Балканах корреспондентом газеты «Die Welt». Пропагандистская машина НАТО обладает огромной силой. Они считали Сербию плохими парнями, а все косовские албанцы по определению были борцами за свободу. При таком подходе, конечно, никогда не было какого-либо объективного установления фактов.
Инцидент в Рачике — это, скорее всего, была смонтированная инсценировка. Это никогда не было массовым убийством мирного населения. Именно тогдашний глава мониторинговой миссии по Косово, американский дипломат Уильям Уокер, который немедленно прибыл на место происшествия, сразу же заявил, что это была массовая резня. Это было сигналом для вмешательства НАТО. Когда я разговаривала с другими наблюдателями ОБСЕ, они сказали мне, что тела убитых были одеты в гражданское. Однако нигде на этой одежде не имелось следов крови. В ООН при поддержке Сергея Лаврова настояли на независимой комиссии патологоанатомов. В косовский Рачек отправились на тот момент полностью нейтральные финны. Они установили истину. Истина заключалась в том, что были убиты боевики, причем они были убиты в бою. Было установлено, что в этом бою они сами применяли огнестрельное оружие, а после того, как их настигла соответствующая участь, их албанские коллеги переодели в гражданскую одежду. Это было установлено доподлинно. И на этой одежде даже не было отверстия от пуль. Разумеется, они были только на телах, а одежда таковых отверстий не имела. И вот это послужило спусковым крючком. Запад попытался получить какое-то одобрение в Совете Безопасности ООН. Мы этого не позволили. И китайцы тоже были против. Ну и после этого состоялась эта вот агрессия. Оперативно предъявить миру повод для расправы – любимый прием англосаксов. Они опробовали его еще перед Белградом. Во время конфликта в Боснии на рынке в Сараево от взрывов погибли десятки мирных людей. Виновными назначили руководителей Республики Сербской. Есть один командующий сил ООН, который в 1993 году был в Сараево. И он единственный в оценке поведения сторон в конфликте между боснийскими мусульманами и нами, сербами, сказал, что сербы не бросали гранаты на площадь Маркали в Сараево. Сейчас мы знаем, что этих людей привозили. Мертвые тела привозили до того, как взорвалась граната. Однако это не помешало американцам ввести санкции против Сербии, дважды бомбить сербов, и они упорно продолжали лгать. Так и вокруг Бучи. Сейчас понятно, что это инсценировка. Это то, на что у Запада нет ответа. Они попытались дать украинцам Абрамсы и разные другие танки, а сейчас они боятся, поскольку никто не хочет видеть фотографии уничтоженных Абрамсов в год выборов в Соединенных Штатах Америки. Как и в 99-м, никто не хотел видеть поверженной хваленую авиацию НАТО. Но сербы бились отчаянно. Сегодня ночью в 2 часа и 40 минут наша противовоздушная оборона сбила американский самолет F-16. Самолет упал на территории села Накучане в Мачванском округе. У вас есть право на возмещение ущерба? Конечно. В Гаагу подам иск. В Гаагу. А настоящей сенсацией стало то, что югославским силам ПВО удалось сбить американский самолет-невидимку F-117. Продам стелс по запчастям. Самовывоз из Белграда. Это, пожалуй, самая известная шутка 99-го года, которая отражала не столько военный, сколько моральный ущерб, нанесенный сербами американской армии. Новейший самолет-невидимка F-117. Высочайшие технологии. Ну вот сейчас его куски высокотехнологичные находятся в музее в Белграде. Фокус заключался в том, что новейшие радары действительно стелс обнаружить не могли. А вот радар, установленный на этом комплексе, выпущенном в Советском Союзе в 70-е годы, этот стелс совершенно спокойно видел. Это было крушение красивого и страшно дорогого мифа. Черный день для генералов Пентагона и памятный для полковника Золтана Дань. Мы видели на картине, что это за часть. Мы можем их сравнить. Это именно то отверстие для охлаждения газа. Этого цвета он был и 25 лет назад, потому что это титан. Эти покрытия, которые были использованы в этих самолетах, не учли гениальности наших конструкторов, систем ПВО. Мы их обнаруживали и позволяли тем офицерам и генералам, которые руководили системой ПВО, принимать решения на их сбитие. Таким образом, было на территории Югославии сбито 3 самолета «Стелс». Хоть остальные невидимки не упали, а вынужденно сели в Загребе и Тузле, из строя выбыли.
НАТО, впрочем, признало потери только 2 самолетов в общем. Но сербы утверждают, что за время бомбардировок им удалось сбить несколько десятков самолетов и вертолетов, в том числе благодаря воинской смекалке. Эти самолеты не были так хороши для борьбы, как мы были способны сопротивляться им. И еще очень важно, что у нас было много перемещений, маневров с ракетной системой. Они нас обстреливали противорадарными ракетами «Харм». Но у нас был способ, чтобы эти ракеты не падали на нашу ракетную систему. Вначале у нас не было имитатора радиолокационных сигналов, и мы использовали микроволновку как имитатор, потому что она тоже около 3 гигагерц. Мы поставили микроволновую печь примерно в 800 метров от нас. И когда мы завершали и выключали радар, эта микроволновка оставалась и продолжала излучение. Если на нас начнется атака ракеты «Харм», она потеряет основной сигнал нашего радара, и она уйдет туда, и тогда промахнется мимо нас. Фраза «извините, мы не знали, что он невидимый» осталась в истории. Комплекс ЗРК С-125 «Нева» уже четверть века на почетном месте в музее Белграда. А вот системы ПВО С-300, которые просил у Москвы Милошевич, Борис Ельцин тогда поставить отказался. Он искренне рассчитывал, что Клинтон в ответ приостановит бомбардировки Югославии. Президент Ельцин. Важно, чтобы воздушные налеты были приостановлены. Я решил не отправлять 7 военных кораблей в Средиземное море, как мы договаривались. И я буду продолжать выполнять то, что обещал. Милошевич настаивает на том, чтобы мы поставляли в Югославию зенитную систему С-300. Но мы не отдадим ему эту систему. Ты можешь быть уверен на этот счет. Президент Клинтон. Благодарю. Президент Ельцин. Потому что она не подпустит никакие самолеты вблизи границ Югославии. И вот видно, как Клинтон обманул Ельцина. Мы не поставили С-300, а они как собирались бомбить, так и поступили. Абсолютно так. Ах, как это удивительно. Хочешь знать, что точно не случится в следующие 4 года? Послушай, что обещает на эти следующие 4 года кандидат в президенты США. Это норма их жизни, они никогда не держат обещаний. Они Горбачеву обещали НАТО расширять на восток. А помните, был такой президент Обама, который дважды перед 2 своими сроками обещал, например, закрыть базу в Гуантанамо. Чего закрыл? А Трампа, помните, который обещал подружиться с Россией и прочее. Он наложил на Россию больше санкций, чем кто бы то ни было до него. Еще потом гордился этим. Это другая политическая этика, другая манера общения со своим собственным электоратом. Говорить можно все, что угодно. Более того, даже подписывать можно все, что угодно. Сегодня подписал, завтра подпись отозвал. Мало раз они так делали на наших глазах. И все же по степени цинизма и жестокости англосаксов в 99-м была установлена новая планка. Гражданских объектов в Сербии было уничтожено гораздо больше, чем военных. Церкви, школы, детские сады, жилые дома. 23 апреля ракеты «Томагавк» ударили по дому радио и телевидения в Белграде. Шел выпуск новостей. Тот день мог стать последним и для Александра Вучича, который в 99-м был министром информации, и его мамы, журналиста РТС Ангелины Вучич. Мы оба совершенно случайно остались живы. Министерство, в котором я работал, было полностью уничтожено. В него попала крылатая ракета. И по счастливой случайности я не был там в этот момент, а находился в здании правительства. Я получил приглашение выступить на РТС для телеканала CNN как раз той ночью. Я отказался, потому что не нужно делать заявления для медиа из стран-агрессоров. Тяжелее всего было то, что моя мама тем вечером была дежурным редактором. В тот момент, когда на РТС упала ракета и убила 16 прекрасных людей, моя мать была отброшена сильнейшей ударной волной, по ее ощущениям, на 7-8 метров. Когда я пришел на место, то увидел людей, которые были мертвы. Некоторые были без частей тела, где-то лежали только части тел. Я искал свою маму, но никто не мог мне сказать сразу, жива ли она или нет. И только через 25 минут мы узнали, что она и Ясмина Митрович, которая вела программу новостей, той ночью выжили. Это было счастье во время огромного несчастья.
Руины телецентра оставили. Здесь все как 25 лет назад. Чтобы помнили. Репортеры, операторы, звукорежиссеры, гримеры оказались угрозой для НАТО. Эта атака впервые легализовала расправы над представителями СМИ неугодных стран. Чтобы никто и не подумал назвать этот удар военным преступлением, со стороны НАТО прозвучало что-то вроде «это был центр распространения пропаганды Милошевича и вообще часть его преступного аппарата». Ну и тогда цель как бы сразу становится легитимной, а ракеты – демократическими. С этим приемом Россия столкнется намного позже, а вот сербы уже тогда все сразу поняли. Вот такие надписи появляются здесь то и дело. В парке Таш, это напротив, стоит памятник сотрудникам телецентра, погибшим в тот день. На вопрос «За что?» ответа нет четверть века. Но они должны ответить, уверен журналист сербского национального телевидения Драган Станоевич. Я всего мог ожидать, но бомбардировать РТС... Я не знаю, есть ли еще случаи в истории, когда бомбардировкам подвергалось телевидение. После премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что мы средство пропаганды. Конечно. Как мы должны были освещать события? Должны ли мы освещать события так, как это нравится НАТО? Или должны ли мы показать истину так, как мы ее видим? Драган Станоевич дома показывает нам свои личные архивы. Вот сербы впервые увидели врага в лицо, на земле, а не в небе. Солдаты армии США Джеймс Стоун, Эндрю Рамирес и Стивен Гонсалес были схвачены югославским спецназом на границе с Македонией. То ли это была широкая сербская душа, то ли надежда на ответную милость НАТО, но югославские власти даже не стали судить пленных. Я бы хотел выразить благодарность правительству Югославии за их жест доброй воли. Народ Югославии проявил к нам человеческое, гуманное отношение. Спасибо. По приказу Милошевича их отпустили. Но жесты доброй воли уже тогда расценивались Западом как слабость. Накал агрессии лишь повысился. Вы живете здесь, рядом с китайским посольством? Живу рядом, 50-70 метров от места падения. Страшный был взрыв. Весь дом трясся. Стекла побились. Жители дома начали кричать. Было страшно, не описать. Гитлер такого не делал. Сейчас не один Гитлер. Их сейчас 19 Гитлеров. 19 – это число стран-членов НАТО в 99-м. В тот день жертвами их преступлений стали не только сербы. 7 мая 1999 года американский бомбардировщик вылетел бомбить Югославское бюро военных закупок, но атаковал посольство Китая. Якобы промахнулся. Старые карты, полкилометра туда, полкилометра сюда. На этом месте были ранены 20 китайских граждан и погибли 3 журналиста – Синьхуа и Жэньминь Жибао. Теперь на месте руин китайского посольства китайский культурный центр и статуя Конфуция. Это, кстати, он разработал правила поведения для князей и воинов. Выглядит так, как будто всех простили и все забыли, но нет. Когда уже в марте 22 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай обязан осудить Россию после начала специальной военной операции на Украине, представитель миссии Китая при ЕС ответил следующее. Китайский народ может в полной мере сопереживать боли и страданиям других стран, потому что мы никогда не забудем, кто разбомбил наше посольство в Союзной Республике Югославии. Мы не нуждаемся в лекциях о справедливости от нарушителя международного права. В Китае не забыли и никогда не забудут об этом. Это дикие преступления НАТО. И, как заявил наш официальный представитель МИДа Китая, это только крови НАТО перед китайским народом. В Китае не забудут и не допустят повторения подобной трагедии. Вообще вы верите в том, что они имели старые карты, что по ошибке ракеты полетели в китайское посольство? Никто не верит. Территория посольства всегда считается самым безопасной. Никто, кроме НАТО, кроме Соединенных Штатов, не сможет нанести ракетный удар по посольству
другой суверенной страны. Страшные кадры из личного архива сербского журналиста Фань Вейго видят впервые. Из-под завалов достают мертвую Шао Юньхуань. Он работал с ней в одной редакции Синьхуа в Пекине. А потом она отправилась собственным корреспондентом в Югославию. Был не только шок, но и гнев. Конечно, нам очень больно, что мы потеряли такую хорошую, добрую и профессиональную коллегу. Шао Юньхуань была похоронена в Пекине с государственными почестями. Ее именем названа школа. Памятные мероприятия каждую годовщину. А сын журналистки Цао Лэй в том же 99-м поступил в университет иностранных языков. По специальности сербский. Там училась мама и работает в Синьхуа, как она. В этом информационном агентстве хранятся все мельчайшие подробности американской атаки на посольство КНР. В том числе и замечательная реакция Джо Байдена, который не стал сочувствовать Пекину, а отчитал китайских руководителей за то, что в Поднебесной демонстранты осаждают посольство США. Они знают, что это было ошибкой. То, что они делают сейчас, не является ошибкой, и поэтому они не имеют равного значения. Они могут контролировать происходящее. Конфликт между США и Китаем из-за разбомбленного посольства западная пресса тогда скрыть не смогла. Но было много того, о чем говорили только сербские и российские СМИ. Дружественный удар НАТО по колонии албанских беженцев. Погибло 75 человек. Тоже якобы случайное уничтожение пассажирского поезда Белград-Скопье. Утилизация устаревших натовских бомб путем сброса на сербские города. Обо всех этих фактах никогда не сообщалось прямо ни в одной западной прессе. Вскроются подробности еще одного преступления, о котором тогда европейская пресса молчала. Была еще одна тема, по поводу которой у меня были ежедневные стычки с редактором в Берлине. Я сказала ему, что используются боеприпасы с объединенным ураном, и это оказывает негативное воздействие на людей, окружающую среду, однако все преуменьшали важность этого факта. Я настаивала на публикации моего материала. Было полное игнорирование фактов. Радиоактивный изотоп урана-238. Это и есть объединенный уран. Он в 2 раза тяжелее свинца, поэтому имеет огромную пробивающую способность, еще и воспламеняясь при ударе. При взрыве боеприпас выбрасывает мельчайшую урановую пыль, которая на обширных территориях попадает в легкие людей, в воду и почву. Период полураспада — 4,5 миллиарда лет. Вот те самые сердечники из объединенного урана, которые были обрушены на Югославию во время бомбардировок. Это мелкий калибр для автоматической авиационной пушки, а ведь были огромные снаряды и авиационные бомбы. Их было 44 на каждую сотню. По количеству это тысячи и тысячи. Карту урановых ударов НАТО сербам не предоставляет. Но Минздрав республики вычисляет зараженные территории просто. Там люди умирают от рака чаще, чем где-либо. Драган, я знаю, что сейчас вы готовите большой документальный фильм для того, чтобы показать еще одну грань той войны. Люди на юге Сербии умирают. Много людей умерло от рака в 30, 40, 45 лет. Они все время говорят, что объединенный уран не вреден. А почему тогда они имели справочники для своих солдат, как вести себя в областях, которые бомбардированы объединенным ураном? Пентагон снимал фильмы, которые говорили о вреде объединенного урана. Это крайне лицемерно. Мы не знаем, насколько загрязнена наша страна. Мы не знаем, какую воду мы пьем. У нас есть новорожденные дети в тех зонах, где сбрасывались бомбы, с врожденными злокачественными заболеваниями. Это ужасно. Однако нам не позволяет обращаться куда-либо с иском. И чтобы в конце концов все стало еще циничнее, приходит НАТО и говорит: вы должны стать членами НАТО. Вы не можете ожидать от нашего сербского характера, что мы сможем через это переступить. Такое невозможно переступить. Вообще цинично и то, что ни ООН, ни ВОЗ, ни любая другая всемирная организация за 25 лет урановые бомбардировки так и не осудили. Может быть, потому что кто-то не хочет допустить прецедент. Ты во Вьетнаме был когда-нибудь?
Ты не помнишь, как во Вьетнаме по большому городу любому идешь, на каждом перекрестке люди, как из романа Гюго, человек, который смеется. Только там их компрочекосы, помнишь? А там никто их специально не уродовал. Это американцы за 30 лет до интересующих нас в данном фильме событий сбросили на Вьетнам больше взрывчатки, внимания, чем на всю Европу за время всей Второй мировой войны. Вдумайся. Плюс агент Оранж. Конечно. Это исторический факт. Они с тех пор не стали лучше. Они, может, стали даже хуже. Это нация, давным-давно возведшая зло не просто в категорию нормальности, а в категорию... Доблести. Доблести, совершенно верно. За неполных полчаса поступило около 60 раненых. 7 тяжело раненых скончались. Все пострадало. Голова, тело, конечности. Ужасные удары получили, находились в нескольких метрах от бомб. К маю 99-го счет погибших в Сербии уже идет на тысячи. Но оказывается, что в американском Сенате ждут еще большего. Это не полная победа. Это не та победа, которую хочу я. Надо входить на территорию страны, надо готовиться к потерям наших солдат, надо брать Белград и оккупировать Югославию, как мы это сделали с Японией и Германией. Предложение о начале еще и наземной операции не нашло поддержки ни в Конгрессе, ни у 8 стран-союзников. Бомбардировки усилили. И вряд ли Запад ожидал, что Москва предпримет хоть что-то в защиту сербов и своих геополитических интересов. Естественно, мы просчитываем самые разные варианты наших ответных действий. Но уверяю вас в том, что мы всегда будем оставаться на платформе здравого смысла и интересов, прежде всего, национальных интересов России. Слободан Милошевич был вынужден принять навязанный Западом план мирного урегулирования. Было ясно, ввод сил НАТО в Косово неизбежен. И вот здесь перед Россией возникла задача как минимум не дать боевикам и их союзникам получить быстрый и безоговорочный контроль над сербской территорией. Тот стремительный марш-бросок стал неожиданностью для всего мира. Русские войска появляются в Косово и берут под контроль аэропорт Слатина, главный военный аэродром под Приштиной, за несколько часов до того, как его рассчитывали захватить силы НАТО. Подробности операции до сих пор засекречены, хотя некоторые детали президент нам ранее уже приоткрыл. Владимир Владимирович, в июне 99-го года произошло то, чего не ждал никто в Европе. Это был марш-бросок наших миротворцев на аэропорт Слатина в Приштине на юге Сербии, в Косово. Расскажите нам сегодня, спустя столько лет, известно ли вам, а кто принимал это решение, кто брал на себя ответственность за это дерзкое поведение России? Во-первых, я не считаю, что это было дерзкое поведение. И, честно говоря, не придаю этому такого большого значения, как некоторые наблюдатели. Как оно принималось, могу сказать. Я был тогда секретарем Совета Безопасности. Ко мне пришел начальник генерального штаба, тогда генерал Квашнин, и он мне сказал о том, что вот есть такая идея – захватить этот аэропорт. На вопрос «зачем?» он ответил, что ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться. Знаю, что он не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в Министерстве обороны. Это было сделано. Ну, со мной он на этот счет, во всяком случае, разговаривал и спрашивал мое мнение. А я ему так сказал: если считаешь целесообразно, так и делай. Главной проблемой для ЦРУ, как потом выяснилось, стало то, как именно принималось решение, заставившее Запад вздрогнуть. Ведь Клинтон считал Ельцина почти союзником, а в Москве в тот период тотальная проблема отсутствия согласований между политиками, дипломатами и военными. Отсюда в решении по марш-броску и была такая секретность. Почему министр обороны и министр иностранных дел не знали, я боялся утечки. Потому что вокруг них много было товарищей, как я их называл, агентов влияния, с точки зрения, ну, можно сказать, языком Великой Отечественной войны. Болтун – находка для шпиона. К планированию операции было допущено лишь несколько человек из Генерального штаба и Главного оперативного управления. Но основная нагрузка легла тогда на разведку.
мы получили необходимые данные о том, когда будет ввод этих сил миротворческих. Самое интересное, что это все планировалось сделать и провести парад натовской группировки на территории Приштины, Приштинского аэродрома, в день нашего национального праздника, то есть 12 июня 1999 года. Нам было важно не допустить, чтобы нас переиграли. Не допустить. Не только ГРУ. И здесь речь шла уже не о ГРУ, в нашем понимании, и даже не о вооруженных силах, а о престиже нашего государства. Я написал записку лично Борису Николаевичу. Уважаемый Борис Николаевич, Петр I прорубил в окно в Европу, а при вас оно может закрыться. Прошу вашего согласия на адекватный ввод российских миротворческих сил, если пойдут эти миротворческие силы НАТО. И он вместо согласия на этой записке написал «утверждаю». Захват аэродрома Слатина русскими в считанные часы заставил натовских генералов поменять у себя в головах все уже было привычное представление о России. В результате НАТО было вынуждено официально согласиться на ввод в Косово российского миротворческого контингента, который оставался там до 2003 года. Нам в результате пришлось уйти из Косово. Сербы тогда плакали. А вы не знаете, какие тогда были использованы рычаги воздействия на президента Ельцина? Ну, рычагов было очень много. Россия была в достаточно слабом состоянии, была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета. Сам марш-бросок вызвал огромнейшую эйфорию у сербского народа, и для нас это был величайший подарок в этот момент. Конечно, не обрадовались, когда военные ушли, но все равно мы знали после этого марш-броска, что русские снова вернутся, военно или политически. Но Россия сделала этим послание всего миру, этим марш-броском, что Сербия – это ее партнер, и что вопрос Косово без участия России никто в мире не может решить и не будет решать. И это правда. Через год после бомбардировки в 2000-м в Белграде одна из первых на планете цветных революций. Слободан Милошевич потерял власть. Позже он был арестован, и новая власть согласилась рассмотреть просьбу Запада выдать экс-президента Гаагскому трибуналу. Народ в негодовании вышел на улицы. Цитата из выступлений едва ли не каждого оратора. Нам не нужна такая власть, которая продает своих президентов и тем самым оскорбляет весь народ. Милошевича тогда выдали за смехотворную финансовую помощь. Он долго болел в тюрьме, просил, чтобы его вывезли на лечение в Москву. Выезд запретили. Он умер в камере в Гааге, но в истории остался первым, кто в постсоветскую эпоху поднял голову против НАТО. Хоронили Слободана Милошевича под его любимые подмосковные вечера. А бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт, благодаря настойчивости которой и началась военная агрессия НАТО против Югославии, прожила долгую жизнь. Она скончалась 23 марта 2022 накануне очередной годовщины бомбардировок, для которых она лично выбирала цели. И удостоилась памятника в Приштине от благодарных косовских албанцев. Вопрос, почему этот памятник появляется не тогда же, а только сейчас? Ответ, потому что тогда американцев вся Европа практически боготворила и без всяких памятников. Кроме разве что русских и сербов, которые уже тогда начинали все понимать. А теперь трезвеет уже весь мир, и европейцы в том числе. И сейчас американцев появляется необходимость как-то культивировать свой авторитет. Албанцы рады помочь. Собственно, этот монумент сегодня мог появиться только здесь и, наверное, больше нигде в Европе.
Существовала очень любопытная тесная связь между госпожой Мадлен Олбрайт и тогдашним 29-летним лидером АОК, Армии освобождения Косово, которая значилась в террористическом списке Европейского Союза, и я припоминаю, что в конце 1998 года его исключили из данного списка. Так что внезапно они стали хорошими парнями, а госпожа Олбрайт, мягко говоря, очень любила Хашима Тачи. В Белграде ходила шутка. Мадлен Олбрайт приехала в Рамбуе, это город недалеко от Парижа, где в феврале 1998 года проходили переговоры. Так вот, шутка. Мадлен Олбрайт пришла в шортах и на высоких каблуках и задала вопрос: «Ребята, нам заниматься любовью или войной?» И все дружно крикнули: «Второе». А у Хашима Тачи, 29-летнего студента-историка, был прямой номер телефона президента США Билла Клинтона. Огромный портрет Билла Клинтона на бульваре Билла Клинтона по-прежнему лицо квазигосударства Косово. Любимчика Олбрайт Хашима Тачи, впоследствии президента республики, сейчас судят в Гааге за мафиозную деятельность, в том числе торговлю человеческими органами. Впервые об этой жуткой изнанке косовской государственности прокричала на весь мир Карла Дель Понте, которая возглавляла трибунал по бывшей Югославии. Я получила информацию о случаях незаконной торговли человеческими органами. Получив эти доклады, я первым делом подумала: но это же просто невозможно. Ведь для проведения операции нужны специально оборудованные помещения. Но я сказала себе, что не могу отрицать полученные сведения. Я решила продолжить расследование, чтобы выявить конкретные факты, что мы и сделали. Нам удалось найти дополнительные доказательства, найти свидетелей. Дель Понте подверглась страшной критике за обнародование преступлений, но завершить расследование экс-прокурору не дали. Миссия ООН по делам Косово ничем не помогла. А тогда, в 2001-м, албанским головорезам дали возможность напасть еще и на Македонию. Македонские военные готовы стоять до последнего. Но каждый солдат то и дело повторяет: как только победа над террористами будет близка, в ситуацию вновь может вмешаться НАТО. Эта бывшая Югославская республика стала 30-м членом Альянса, который получил еще одну территорию для возможных действий на восточном направлении. Теперь к блоку присоединились Финляндия и Швеция, а президент Франции, который не слишком давно констатировал смерть мозга НАТО, бросается заявлениями о возможной отправке войск на Украину. И начало всей этой безответственности положили как раз бомбардировки Югославии. Чему все это нас научило? Вы знаете, какие нужно было бы для нас выводы сделать? Ведь наши западные контрагенты, они ведь всегда все разворачивают исключительно в свою пользу. И все трактуют в свою пользу. Вот я разговаривал с одним из коллег уже гораздо позже и указывал, когда происходили события у нас в 2014 году в Крыму, указывал на то, что НАТО и часть государств НАТО, ну, почти все практически, приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета Безопасности ООН. Как же это возможно? Ответ, знаете, был какой? Ну, как же так? Там на протяжении 8 лет шла гражданская война, люди погибали, и нужно было положить этому конец. Так идите в Совет Безопасности, получайте разрешение и действуйте. Нет, сделали просто так. Но я к чему? Почему я вспомнил 2014 год? Вот после этого, после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса. И это продолжалось как раз 8 лет. Но это другое. Но это, в их понимании, совершенно другое. Все и всегда разворачивается исключительно в их собственных интересах. Мы должны это учитывать и действовать, безусловно, исходя из наших интересов, но иметь в виду, что они любую ситуацию могут повернуть, будут стараться повернуть так, как им выгодно. А мы должны делать так, чтобы это соответствовало интересам России. Но вот интересно, что если раньше в мировой политике у Запада явно преобладал цинизм, и хотя бы было понятно, в чем его интересы, то теперь преобладает полное отсутствие здравого смысла, без всяких национальных интересов ключевых государств.
Европа полностью легла под Соединенные Штаты, у нее нет никакой самостоятельности. И сейчас, если брать того же Макрона, его настойчивость в том, что не исключено, что мы направим сухопутные войска на Украину, это уже не про стратегическую автономию, это чтобы понравиться Соединенным Штатам и заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе. Но в Германии канцлер пока еще проявляет хоть какую-то осторожность. Но вот провоцирование темы развертывания войск НАТО на Украине направлено в том числе и на то, чтобы подорвать его позиции в Евросоюзе в контексте франко-германского соперничества. Там много чего. Такая склочная организация и не национальные интересы своих народов и своих государств ставятся на первое место, а личные какие-то политические узкокорыстные планы, устремления, интриги – это печально. А сербы, по выражению Александра Вучича, остаются камнем в ботинке у тех, кто пытался отнять у них свободу. Страна сохраняет военный нейтралитет в полном окружении государств НАТО и при постоянных попытках эскалации в Косово. Господин президент, как вы думаете, а что дальше? Какова дальнейшая судьба вообще края и этого самого конфликта, который ведь не прекратился? Сербия всегда хотела и хочет сохранить мир и стабильность. Каждая провокация, которую совершают албанцы, и каждое нарушение всех соглашений, никто на Западе никогда ничего существенного не сделает против дитя, которого сами родили, и чье благополучие они хотят гарантировать любой ценой. Так что для нас ситуация очень тяжелая. Выдержим ли мы? Я не люблю громкие слова. Как и не обещал насчет санкций. А все, кто обещал твердо, что не будут вводить санкции, в конце концов ввели их. А я единственный, кто не обещал ничего, при этом мы держимся крепко. Помните, господин президент, как вы в 2019 году однажды в Сочи сказали, что если бы в 1999 году в центре принятия решений в России находился Владимир Путин, то тогда все могло сложиться иначе. Я сказал то, что думаю. Так же думает каждый человек в этой стране. Не забывайте, я просто хочу, чтобы наши русские друзья знали, и я уверен, что вы сделаете возможным для них услышать это. Некоторые прежние руководители Российской Федерации вводили против нас санкции через 3 дня после американцев. Представьте, маленькая Сербия до сегодняшнего дня не ввела санкции против России. Они это использовали и нашли способ нас бомбардировать, чтобы уничтожить нашу страну, потому что не было противовеса на глобальном уровне. Не было никого, кто мог бы тогда оказать им сопротивление. Александр Вучич говорит, если бы в 99-м Путин возглавлял Россию, то всего бы этого не было. Я знаю, что вы не любите сослагательное направление, особенно когда касается истории, но тем не менее. Ну, вы понимаете, дело в чем? Дело в том, что там все-таки в Югославии была другая ситуация. Страна находилась в состоянии внутреннего тяжелого конфликта. Вот. Поэтому сейчас об этом сложно говорить. И мне кажется, что большого смысла это не имеет. Александр же опытный политик, я думаю, что он со мной согласится. Это уже прошло. Но, во всяком случае, если бы у нас был единый такой, единый союзник, да, мы бы строили, конечно, с ним отношения так, как это было бы в интересах нашей страны, в интересах нашего союзника. Если бы у нас были какие-то обязательства в отношении с этим, мы, конечно, бы их эти обязательства выполняли. Ну, тогда между Россией и Югославией таких отношений не было. А чем нам вообще так сербы близки? Они духовно к нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надежным союзником России. И Россия, конечно, это помнит. Мы знаем об этом и помним. И здесь хорошо помнят.
И не только бросок наших десантников на Приштину, но и 2015, когда Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, обвинявший сербов в геноциде. Эту ложь Москва не допустила. Сербы помнят. И даже когда в футбол играет не их страна, то болеют здесь только за Россию. А еще ценят русскую культуру и берегут русские могилы. На этом историческом месте в Белграде, а здесь городская ратуша, Скупщина, парламент Сербии, Королевский двор, сегодня здесь заседает президент республики. Вот ровно на этом месте находилось посольство Российской империи. Историческое здание взорвали фашисты в 1944-м. И вот в 2014-м здесь возникает памятник императору Николаю II. Это дар Российского военно-исторического общества, и памятник осветили два патриарха – сербской и русской православной церквей. А вот здесь слова Николая II Александру Карагеоргиевичу. Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии. Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии. Мировые войны, конфликты в Югославии, а Россия всегда рядом с Сербией. Отсюда и старая пословица: нас и русов 200 миллиона, а без русов полкамиона, то есть полгрузовичка. И этой пословице больше 100 лет. А что объединяет сербов и русских вообще? Почему эти народы так близки друг к другу? В первую очередь, вера. Православная вера как основа, формирующая, я уверен, даже генетический код нашего народа. В православии мы всегда находили причину для возрождения и возвращения к своей идентичности, ее сохранению. Мы не отказывались от своей веры, своего языка, своего письма, своего характера, сути, в первую очередь. Знаете, когда вы все это потеряете, тогда другим будет легко с вами справиться. История буквально с сербами, а в значительной мере и с русскими, играла. Перед нами всегда были вызовы, и никогда не выпадало нам счастье, чтобы другие оставили нас в покое. Сербы помнят, как в самые страшные для них дни бомбежек иерархи Русской Православной Церкви прибыли в Белград, чтобы разделить с ними боль. Несколько тысяч верующих собрались тогда на литургию в недостроенном соборе святого Саввы Сербского. Слова поддержки для дружественного народа есть у святейшего патриарха и сегодня. Я хотел бы процитировать Священное Писание. Есть такие замечательные слова. «Тем же, уба, братья, стойте и держитесь предания. И мужа научились словом и посланием нашим». Так говорит апостол Павел. Вот стойте и держитесь предания. Предание с большой буквы. Священное предание. Предание – это передача ценностей. Стойте и держитесь, потому что основа этого предания – это сам Господь. Потому что мы наследники христианской цивилизации. Вот почему нам нужно сохранять самобытность нашей страны, культурную самобытность. Я уже не говорю о духовной и религиозной самобытности. Потому что предание или традиция, слово «традиция» означает передачу. Это и есть передача неких исконных ценностей, без которых невозможно строить здание будущего. Ну а здание главного православного храма на Балканах, которое возводили на протяжении нескольких десятилетий, было достроено с помощью России. Одно из крупнейших в мире мозаичных полотен создали наши мастера, рука об руку с сербами. Символичным здесь выглядит даже то, что и цвета у наших триколоров одни и те же. «Бог на небу, Руссия на земли». Это очень старая сербская пословица, совершенно не нуждается в переводе для русского человека. Собственно, как и сербам, не нужен перевод нашего русского. Своих не бросает.